Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Сергей Станкевич на связи прямо сейчас. Сергей Борисович, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Приветствую нашу с вами аудиторию, которую я хотел бы напомнить, что я миротворец, христианский пацифист, гостеприимный хозяин телеграм-канала «Станкевич объясняет». Телеграм все еще работает в России, и я продолжаю держать этот канал. Так что добро пожаловать. Все, что мы не сможем обсудить здесь, мы продолжим там. И там дискуссии довольно серьезные. И я всячески призываю украинскую аудиторию туда заходить. Она примерно половину составляет моей аудитории. Но хотелось бы, чтобы объем расширялся. Сергей Борисович, начать я предлагаю с последних заявлений Зеленского о перемириях. Значит, пасхальное перемирие, Украина готова. Нет, мы не готовы жертвовать там суверенитетом, всем остальным, компромиссом на Пасху, конечно. Энергетическое перемирие. Да вот давайте, вы не будете бить по нашей энергетике, и мы не будем бить. То самое энергетическое перемирие, которое там в прошлом году украинской стороной было сорвано, о чем украинские энергетические эксперты, собственно, в эфире украинского телевидения и заявляли, и подтверждали. Плюс, и это еще не все, да, то есть к переговорам готов Зеленский, а давайте, только не в России, не в Беларуси, в любом месте встречаться на троих. Идет ли к завершению война, или на фоне Ирана мы видим как раз-таки усугубление ситуации и шансы, что момент кровавой какой-нибудь там большой эскалации весенне-летнего наступления одной стороны или обеих сторон, как бы это шанс все разрешить на поле боя? Война Трампа и Нетаньяху против Ирана, я даже так у себя в телеграм-канале пишу, война Трампаньяху, поскольку это вот такой дуэт и очень персонифицированная война. Так вот, война Трампа и Нетаньяху против Ирана существенно изменила ситуацию и в целом в мире, и ситуацию в военном конфликте между Россией и Западом из-за Украины. И это теперь придется учитывать обязательно. Значит, в чем именно изменение? Россия вышла из санкционной блокады. Смотрите, и Соединенные Штаты отозвали свои санкции, разрешили и поставлять нефть, и рассчитываться за нее. Причем разрешают рассчитываться даже в долларах и всячески призывают. А Россия продает нефть, причем не только ту, которую загрузила до начала конфликта на танкеры, и которые там плавали в качестве плавучего резерва, а продает спокойно и то, что удается загрузить с терминалов российских. Вот. И рассчитывается, да, в том числе и в долларах, но все больше рассчитывается, например, в юанях. Потому что, видимо, существует какая-то договоренность между Россией и Китаем, во-первых, по поводу расчетов в юанях и по поводу продвижения нефти-юаня как новой такой финансовой силы. А кроме того, в юанях рассчитывается и с другими покупателями все больше. Россия за поставки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа, что, в общем, важная такая заготовка на будущее. И существенно пополняется сейчас российский бюджет, ликвидируется тот дефицит, который возник в январе и в начале февраля. Ну, практически вот-вот он будет уже ликвидирован, а в следующем месяце, то есть в апреле, там уже закуплено, забронировано покупателями там свыше 60 миллионов бочек только, вот недавно было, и, соответственно, цена, по которой зафиксированы эти контракты, она уже существенно выше. Так что Россия вышла из санкционной блокады. Да, Соединенные Штаты говорят, что это временно, но кто сказал, какое время продлится? И вообще-то временем Трамп не располагает. Я чуть позже скажу, как у него тяжело со временем. Ну и, соответственно, Европа, главный сейчас военный партнер и заказчик конфликта, заказчик продолжения конфликта и спонсор корпорации войны Зеленского.
Я считаю, что Украиной руководит КВЗ, корпорация войны Зеленского, и именно она является контрактным партнером у Европы для продолжения этой войны. Так вот, Европа, во-первых, вынужденно сажает Киев на жесткую финансовую диету. Денег нет, и финансовый кризис вот-вот грянет. Блумберг считает, что у Киева хватит денег даже при экономии только до 1 июня. Это расчеты Блумберга, достаточно внимательные. Они умеют считать, там бухгалтеры серьезные. Ну, а кроме того, и с оружием тяжело, с учетом того, что Соединенные Штаты вынуждены перебрасывать значительную часть оружия на Ближний Восток. И конца этому не видно. Да, есть некие успокаивающие заявления, что нет, то, что было предназначено Украине, мы не перебросим на Ближний Восток. Но это публичная риторика. А факты говорят о другом. Таким образом, ситуация изменилась. Ситуация не в пользу корпорации войны Зеленского. Она движется к тому, чтобы обсохнуть финансово в ближайшее время и не получить сколько-нибудь серьезный запас по оружию и боеприпасам. Ну и выдыхается и политическая поддержка, она все более вымученной со стороны Европы становится. Собственно, даже не столько поддерживают КВЗ уже главы государств европейских, сколько вот эта брюссельская бюрократия, которая стала отдельной корпорацией. Так что я называю это таким, знаете, инвалидным оптимизмом. То, что наблюдается. То есть, вроде бы оптимизм в том смысле, что война выдыхается, и мы движемся к миру. Вот. Хотя время и нельзя называть сейчас. Почему инвалидный этот оптимизм? Потому что он еле ковыляет, и в нем много таких вот ран и пробоин сохраняется, которые еще надо залечивать. Тем не менее, да, маячит все-таки выход, и я надеюсь, что его признаки, просветы будут только нарастать в ближайшее время. Перемирие на Пасху и энергетическое перемирие. Энергетическое Встреча будет? Энергетическое не светит перемирие, нет доверия для этого, и нет способа проверять соблюдение, и нет способа, как настаивать в случае нарушений. Что касается пасхального, вот единственное, которое возможно, почему бы и нет. Вопрос только в том, а Пасху мы как будем считать? Да, вот Пасху каноническую мы считаем, да, Россия согласится. А вот согласится ли на Зеленский вернуться к канонической Пасхе? Он же там взял и как Юлий Цезарь переделал календарь. Так что здесь тоже сомнения. Но вот Пасха и пасхальное перемирие – это единственное, что еще могло бы нас объединить. Что касается встреч, вот какие-либо переговоры потеряли содержательный смысл. И именно я говорю это с некой внутренней мукой, потому что я как раз сторонник дипломатии, приоритета дипломатии, презумпции дипломатического выхода. Но превратилась в бессмысленную говорильню эта процедура, потому что корпорация войны Зеленского отказывается признавать реальность. Единственный выход из войны для нее – это, мы уже говорили, я, извините, повторюсь, я извиняюсь перед нашими завсегдатаями, это УНП, это управляемое неполное поражение. Это единственное, что позволило бы зафиксировать состояние мира устойчивого для Украины. Не доводить до полного разгрома и безоговорочной капитуляции, а остановиться на управляемом неполном поражении. Достаточно очевидный вариант. Вся история мировых войн, которые в основном заканчивались именно так, как УНП, как управляемое неполное поражение, вся говорит о том, подумайте, почитайте книжки, прикиньте и соглашайтесь. Нет, корпорация упорствует, потому что этот выход фактически закрывает им возможность, Зеленскому и его ближайшим соратникам, возможность остаться не только в украинской политике, но и в Украине вообще. Они этого не хотят, они это оттягивают, они держат по-прежнему в заложниках украинское население и тратят
украинцев по своему усмотрению. Вот обсуждать в очередной раз, слушать точнее, даже не обсуждать, а просто выслушивать очередной раз, как они упорствуют и на чем-то бессмысленном настаивают, не очень хорошо. Тем не менее, если такая будет предложена очередная встреча, то, скорее всего, Москва на нее пойдет. Для чего? Для того, чтобы не быть инициатором остановки переговоров. Для того, чтобы сама площадка сохранялась, где какие-то перемены возможны. Ну, а как можно добиться этих перемен, надеюсь, мы дальше с вами поговорим. Смотрите, тут возникает же отчетливое видение, да, ну, прямых угроз для Украины. Денег мало, говорят, осталось до июня месяца. Да, если верить Блумбергу. И Блумбергу сегодня «Экономическая правда» расписывает это. Кроме денег... Она списывает, а не расписывает. Кроме денег, еще и политические проблемы. Трамп говорит, вы там в выборы этими деньгами вмешиваетесь. Плюс у нас Пасха совпадает каноническая с выборами Орбана. Там своя вообще война. И Зеленский ее не останавливает. Она продолжается и дальше. И очень хочет быть полезным Зеленский. Он поехал на Ближний Восток. Говорит, вот, там, подписываем соглашение со всеми. Это ведь тоже в контексте там, глобалистском, ну, чтобы им быть полезным. Вот там, вот так поучаствовать. Отправляют там 200 с чем-то человек, 210, 280, там какие-то, скажем так, мужья телеведущих, известных в Украине. Ну, в общем, защищают небо. В то время, пока небо в Украине защитить сложнее и сложнее. Меня интересует вот эта вот корпорация войны, которая вы так это, КВЗ, да, корпорация войны Зеленского, но там тоже ведь все не слава богу. Вот перепалка, вроде как с Орбаном понятно, почему перепалка, да? А тут перепалка с руководителем Rheinmetall, который в интервью говорит, что украинские дроны, простите, это лего, домохозяйки могут собирать 3D-принтеры дома на кухне поставили, и там что-то какие-то китайские компоненты, и вперед. Эти дроны невозможно впарить американцам, поэтому они отпихиваются от Зеленского. Кстати, проездил весь Персидский залив, а к Нетаньяху так и не заехал. Тоже сторонится от него Израиль. Хотя вроде как, ну, одно же дело делают, ну так, в глобальном смысле этого слова, а оказывается не совсем. Получается большая проблема внутри этой корпорации войны с условными новыми водными Трампа. Обвинения во лжи, обвинения, то есть все как бы тучи сгущаются над Зеленским. И вот эти как бы тучи развести руками, ну, удается разве что какими-то масштабными событиями. Ну, вот Усть-Луга, например, да, или какие-то обстрелы какого-нибудь там азотного завода Новокуйбышевского вот прошлой ночью, когда в мире нет нефти, в мире проблемы с ну, удобрениями, понимаете? И вот получается, что в этом ворохе проблем Зеленский тоже выплясывает. Кто остановит его, этот танец, и как это сделать? Кто остановит этот танец смерти? Некуда деться от этой смертельной любви. Да. Значит, вот по вашим вопросам. Ну, самое простое – это вот этот рекламный трюк с украинским неким уникальным опытом по борьбе с дронами. И, может быть, даже по продаже за рубеж неких антидронов. Да? Ну, это чистое такое надувательство в чистом виде. Съездили, устроили роуд-шоу такое рекламное, торговое. Значит, полным-полна коробушка, есть и ситец, и портя. Значит, ничего такого уникального нет, никакого опыта. Действительно, нельзя показать даже на примере своей территории, насколько эффективна эта антидроновая защита. Торговать нечем по существу. У меня даже возникло следующее подозрение. Вот там завезли какую-то партию якобы, значит, украинских дронов для дронов-перехватчиков в Эмираты и разместили там на складе. И только разместили и отъехали, как на склад прилетели
дроны из Ирана и все разнесли и сожгли. И я даже возникло следующее предположение, ни на чем не основанное, что украинцы завезли какие-то макеты нелетающие и какие-то муляжи чего-то еще не работающего, и выехали и сдали координаты иранцам, но, соответственно, прилетело, все сгорело, и концы в воду. И можно заново предлагать очередной проект. Ну, я бы не исключил, потому что вот эта казацкая хитрость такая, она присутствует во всем, что делает Зеленский. Надуть, обыграть, обойти, нашуметь и раствориться в воздухе потом, оставив улыбку чеширского кота. Значит, ничего за этим не стоит и ничего не будет с этим. Тем более, что прав, кстати, Папергер, это гендиректор Рейнметалла, есть более серьезные наработки, в том числе у Соединенных Штатов. В частности, вот этот дрон «Лукас», который они опробовали и достаточно успешно опробовали на территории Ирана. И теперь, видимо, по итогам конфликта дрон «Лукас», основанный на технологии этих шахедов, но очень существенно доработанный, и стоимостью там порядка 35 тысяч долларов, пойдет в массовое производство, и это может стать серьезным фактором для будущих конфликтов. Для этого они уже не успеют. Теперь, что касается Орбана и вообще битвы за Венгрию. Битва за Венгрию приобретает принципиальный характер для брюссельской бюрократии, для корпорации Урсулы фон дер Ляйен, которая под шумок этой европейской войны сосредоточила в своих руках необъятную власть, невозможную в мирное время, а сейчас вот под шум конфликта там бюрократия очень серьезно заматерела. И вот эта самая урсуловская бюрократия, да, нацелилась на то, чтобы вырвать власти Виктора Орбана, вернуть Венгрию под контроль. И одним из инструментов этого завоевания Венгрии, по сути дела, государственного переворота в Венгрии, руководимого извне, организованного и руководимого извне, является и Украина. Да, Украина позволяет за счет того, что очень много налички там бродит черной, затаскивать эту наличку в Венгрию, в том числе и в виде купюр, и в виде золота, и в виде криптовалют различных, накачивать там активистов. Сейчас идет подтягивание такое отрядов украинских беженцев, я сейчас беру это слово в кавычках, потому что там не просто простые беженцы, а там есть специально подготовленные, экипированные бойцы. Их подтягивают из всех европейских стран, где они окопались, сейчас в Венгрию, для того, чтобы создать там такую серьезную массовку специалистов по организации Майдана и уличных столкновений. Они сейчас все там. И многие из них, кстати, даже успели потренироваться на территории Сербии, вот в одном из районов. Так что я думаю, главная сейчас задача вот у этих организаторов венгерского переворота состоит в том, чтобы просто дождаться выборов 12 апреля. Выборы нужны только как повод. Их не интересует реальный результат. Результат, скорее всего, будет в пользу Орбана, поскольку давление настолько страшное и настолько оскорбительное было оказано сейчас на Венгрию, и этот шантаж с нефтепроводом «Дружба» остановленным, и с делегацией Евросоюза, которую даже не пустили на него посмотреть, вот это все выглядит так оскорбительно, что тем самым шансы избирательные Орбана и его партии «Фидес» поднялись. И они вполне могут с небольшим отрывом, но победить реально. Но вот этим организаторам заговора не нужен вообще результат. Выборы только повод для того, чтобы вывести свою подготовленную майданную армию на улицы. Сразу, как только будут объявлены результаты. И дальше следующий шаг, когда выведут, очень важно показать жертв.
Показать жертв, желательно трупы зверской власти. Или это зверяче побитьте, как это было в случае с Украиной, детей каких-нибудь, а там полно молодежи, которая, соответственно, накачивается. Или какие-нибудь погибшие там на баррикадах. Ну и дальше, да, блокада со всех сторон евросоюзовская, санкции, какое-нибудь дело против Орбана и его сторонников и вытеснение из власти. Вот нечто подобное там точно готовится. И мне немножко странно видеть, как Орбан и его команда, кстати, отменная, очень дееспособная команда, в общем-то, как-то достаточно покорно в эту ловушку двигаются. Напомню, что Орбан 5 раз становился премьер-министром, потому что его партия побеждала на свободных конкурентных выборах. Свободу и конкурентность которых никто не оспаривал. Это человек, который действительно поднял экономику Венгрии, действительно создал относительное социальное благополучие в стране. То есть у него есть реальный результат, и сейчас он пытается в интересах Венгрии, а ни в коем случае не в каких-то там иных внешних интересах, отстоять вот этот самый суверенитет своей страны. Но сам факт суверенитета, да, это вызов нынешней брюссельской бюрократии, которая признает только один вариант. Это зависимое развитие. Значит, вот зависимое развитие они признают. Действуй по сценарию, продиктованному из Брюсселя. Все остальное не признают. Я, в принципе, предполагал, я ожидал, что, скорее всего, команда Орбана просто объявит чрезвычайное положение в связи с, во-первых, экономикой, энергетикой, войной в Европе и готовящимся переворотом, а поводов более чем достаточно, и перенесет просто на полгода выборы, на осень. Напомню прецедент румынский, который был, когда президентские выборы после первого тура взяли первый тур, скассировали вообще, так сказать, на голых таких демагогических аргументах и перенесли себя спокойно на полгода, там, вот, с декабря на май. Гораздо больше разумных и реальных и доказуемых оснований у Орбана сделать нечто похожее, что-то то же самое, мне казалось это логичным. Не знаю, посмотрим. Если решаться, то решение им надо будет принимать вот буквально на днях в начале апреля. Если решаться все-таки довести до конца историю с выборами, под которую заведена уже вот эта огромная мина, брюссельско-киевская, ну, тогда, ребята, держитесь. Посмотрим, как это все у вас пройдет. Теперь, что касается вот неких новых аргументов, да, которые предъявляются. Ну, пожалуй, вот что касается этих налетов на Ленобласть и на терминалы, это требует отдельного разговора, может быть, чуть позже. А пока я хотел бы сказать о следующем. Вот почему Зеленскому так много позволяется? Почему он может, да, значит, врать, во-первых, как свидетельствует тот же Марко Рубио, оскорбительные всякие выходки себе позволять, в том числе в адрес и Трампа, и своих союзников в Европе время от времени ругать откровенно и так далее. Почему ему так много позволяется? Потому что, ну, у Европы ей деваться некуда. Она в неком капкане сейчас. У той Европы, которая сейчас. У той группы лидеров, которая сейчас. Так а в чем капкан? Подождите. Ну, капкан них... в чем? Они слишком много на это поставили, слишком много уже вложили. И если все это рухнет, с них спросят. С них спросят, во что вы вкладывали, кого мы помогали. Вот сейчас Берлинер Цайтунг на днях буквально сказала, что слушайте, а кому мы деньги даем, ребята? Кому мы деньги даем? Вы видите там правительство какое-то в Украине. Это все больше похоже на мафию, написал Берлинер Цайтунг. Да что там похоже? Это и есть. Вот то, что да, крякает как утка, ходит как утка, это она и есть. Да, это мафия.
дорогие друзья. Но не только мафия, кстати. Это в том числе в этом есть и все признаки сложившейся мафиозной структуры. Но там нечто большее и худшее еще и присутствует. Так что вот Европе как бы деваться уже вроде бы некуда, но опять-таки какой Европе? Той нынешней правящей группировки европейской в виде вот неких персон. А она сейчас будет растворяться потихонечку. Напомню, что ровно через год, в апреле 27 года, уходит Макрон, выборы во Франции, обвал вот этой провалившейся абсолютно правящей группировки, которая там вокруг Макрона болталась, и неизбежный сдвиг серьезный вправо, и там уже никакой лафы по линии Франции не будет, и Зеленский лишится такого великого для себя допинга, как объятие и поцелуй Эммануэля Макрона. Этого уже не будет. Ну, а в других странах тоже Европы, если выдержит Виктор Орбан, вот, если там не покатится некая волна, то и в других странах Европы потихонечку все пойдет в нужную сторону. Так что вопрос здесь к Соединенным Штатам. Почему у Трампа все меньше времени? Потому что, значит, в середине мая он все-таки должен съездить в Китай, пока он еще в силе. Пока еще он не нарывался, его «Титаник» не нарывался на айсберг в виде промежуточных выборов в ноябре. Он должен съездить в Китай. Это одна из главных миссий, ради которых он избирался. Найти новый способ взаимодействия с Китаем. Ну, смотрите, тут же два варианта. Да. Или до 14-15 мая Трамп с чем-то же должен ехать. А что это будет? Да. Ну, Да. разгром Ирана через сухопутную операцию захват островов и побережья. Ну, сейчас так выписывает пресса западная. Или мирное соглашение, что тоже большие перспективы, потому что Пакистан, Египет, Турция включились в этот процесс и передали уже условия, ну, реальной дипломатии, потому что там на высоком уровне дипломаты встретились, обсудили. В общем, по этому пути может ситуация развернуться и как бы всех умиротворить. Или с чем? Или законченная войной в Украине? Ну, сомнительный аргумент для Трампа на фоне встречи с Си Цзиньпином. Тут же у Си Цзиньпина тоже этот энергетический кризис дает какой-то очень интересный эффект. Если, допустим, недельку назад где-то Китай предложил официально, говорит, мол, родные тайванцы, давайте у нас газ покупать, СПГ. А тайванцы говорят, мы ждем американских танкеров, у Америки будем покупать. То сегодня какая-то тоже очень интересная волна потепления прошла. Значит, руководитель Гоминьдана, да, едет и уже как бы принимает приглашение посетить Китай. Это на самом деле... Ну, это он уже ездил раньше. Ну, это очень на фоне этих сообщений, ну, это прям очень важно. То есть у Китая на фоне этого кризиса, понятно, издержки большие, но не критические. А политические выгоды могут превышать все остальное. Так вот вопрос. Трамп с чем поедет к Си Цзиньпину? Еще два слова по поводу того, как таймлайн, как фактор времени работает для Трампа, а точнее против него. Да, действительно, до середины мая нужно съездить в Китай. Мы сейчас поговорим о том, с чем он поедет. 14 июня у Трампа 80 лет. И, ну, такой повод, помните, как в фильме там «Любовь и голуби», нельзя такой повод пропускать. Вот. Трамп не может пропустить собственный 80-летний юбилей и не отметить его какими-то серьезными достижениями, которые всеми будут признаваться. Ну, а 4 июля 250 лет Соединенным Штатам. И там же ведь большой парад на эту тему уже готовится. Вот. И что это, парад будет... во время которого Трамп ничего не предъявит миру и стране. Это же тоже невозможно. Так что отступать-то некуда Дональду Трампу. Что касается того, вот, с чем ехать в Китай. В Китай, конечно, нужно бы ехать, во-первых, с тем, чтобы как минимум на паузу серьезную поставить войну Трампа-Нетаньяху,
против Ирана. И, во-вторых, чтобы показать какой-то прогресс, какое-то реальное движение, сулящее результат по второму военному конфликту из-за Украины. Россия-Запад из-за Украины. Вот надо что-то сделать значимое. Что он может сделать? Вот военной какой-то победы он предъявить не может. Более того, ему сейчас нужно предпринять все усилия, чтобы не влипнуть дальше с этой самой наземной операцией. Ну, если будут какие-то у нас дальше вопросы, мы поговорим на эту тему отдельно, почему это полная гибель, попытка осуществить наземную операцию. Но он хочет каким-то образом слиться с этой необходимостью, хотя Израиль требует категорически, да, неизбежно должна состояться наземная операция. Мы сами не можем, мы отвлечены, у нас Ливан под боком, но американская армия обязана вторгнуться по земле. Вот и публикации и в прессе израильской, и звонят, и делегации приезжают все на эту тему. Значит, Трамп не хочет. И тут у него появился вдруг удачный выход. И, кстати, этот выход появился, я подозреваю, не без закулисного влияния Китая. Появилась эта самая ближневосточная четверка, о которой вы сказали. Это Египет, Саудовская Аравия и это Пакистан, Турция. То есть представлены, значит, и арабы, и тюрки, вот, и там прочие азиаты. Вроде бы хорошо. Вот проходит сейчас на уровне такой первый саммит этой ближневосточной четверки на уровне министров иностранных дел. И главная задача сейчас вот справиться, не справиться. Нужна декларация. Нужна некая исламабадская декларация, в которой основные принципы дипломатического урегулирования военного конфликта вокруг Ирана были бы зафиксированы. Дальше они предъявляют эту декларацию, начинают собирать поддержку от других государств. В первую очередь примкнут, я так полагаю, к этой декларации, правильно сформулированной, страны залива, которые уже не знают, куда им бежать и деваться. Вот. Потом другие какие-то страны примкнут. И обращение к Дональду Трампу. И Трамп выходит и говорит: слушайте, да, я хотел там, хотя я уже победил и всех разгромил, но я хотел зайти еще и солдатами, чтобы там еще, так сказать, флаг водрузить. Надо же флаг водрузить. Да, но решил этого не делать. Почему? Потому что, смотрите, собрались там серьезные, уважаемые люди, вот эта четверка исламабадская, весь залив подписался под этим. Они подарили мне 10 танкеров с нефтью. 20. 20, пишите 20. Значит, и подарили там большого индийского слона с красной попоной. И я 4 июля на этом слоне проеду по Вашингтону. Ну, как я мог им отказать? Хорошо, ладно, я сказал, тогда вы берите на себя всю ответственность за то, что там дальше будет на Ближнем Востоке происходить. А я, как вот победитель, ухожу, я вручаю всем награды, я говорю, что миссия исполнена. И как бы все это дальше меня не интересует, разбирайтесь сами, региональные державы. Держава меня, миссия меня как величайшей державы мира на этом завершена. Вот что-то такое. И у Трампа появился, замаячил свет в конце туннеля. Благодаря вот этой самой ближневосточной четверке. И я не исключаю, что он воспользуется. И время на это у него есть сейчас. Это сделать только если ребята раскрутятся побыстрее с исламабадской декларацией. Теперь, что касается... Да, ну и, соответственно, тогда в Китае ему будет что предъявить. Я подозреваю, что вот эта активность дипломатическая Исламабада, очень серьезно связанного с Китаем, куда зашли десятки миллиардов китайских инвестиций, где Китай многими ключевыми объектами просто владеет. Я думаю, что это не случайная такая высокая дипломатическая активность Исламабада. И именно он становится таким центром нового миротворчества для Ближнего Востока. Но это мое предположение. Значит, что касается теперь Украины и украинского конфликта. Вот здесь Дональду никто не поможет, кроме него самого. И я не понимаю следующего. Вот уже заявка, как помочь,
была сделана. Ведь понятно, что препятствие только одно. Оно персонифицировано предельно, и это препятствие зовут Владимир, в скобках, Мидас Зеленский. Вот только что прошли публикации в Штатах о том, что по одному только каналу, по каналу USAID и другим связанным с ним там маленьким ручейкам, 26 миллиардов долларов американских налогоплательщиков исчезли. Были неправильно каким-то образом израсходованы, не туда направлены. Только по этому каналу. Ну, это же очевидный момент. Зеленский в очередном своем каком-то визите зарубежном может просто встретить агентов ФБР, которые приедут с наручниками. Да, Его же ну можно это... просто арестовать. Я не понимаю. Вот вы говорите, нет, это невозможно даже себе представить. А кто мог себе что-то представить из того, что мы сейчас видим в округе? Кто это мог представить? Он, в принципе, уже не обладает иммунитетом. Потому что срок легитимный давным-давно кончился, он ничем не доказал, что у него есть право оставаться президентом. Налицо очевидно, что именно он руководит всей этой коррупционной пирамидой. Во время очередного визита бригада ФБР, Кэш Патель, может быть, лично даже пересечет океан и отвезти туда. Вот и все. Если они сделали нечто гораздо худшее, вообще без законных оснований взяли, зашли в Венесуэлу, взяли президента с женой и увезли в Штаты судить, то тут-то у них все законные основания налицо, и даже армию применять не надо. А это если так посмотреть, да, на какую-то такую субъектность, ну, война в Иране очень серьезно подмочила репутацию того же Кэша Пателя. Ну, смотрите, взломали почту. Да нет, никто ничего не взламывал, ничего там иранцы не смогли достать. Но они взяли и выложили видео, которым он делился, старенькое, но очень такое зажигательное, где он танцует индийские танцы. И все понимают, что это сделано исключительно для того, чтобы продемонстрировать серьезность ситуации по поводу взлома. И вот... Ну и что? Нет, ну глядя как на танец Кэша Пателя, понимаете... Вот 10 лет назад... Вы серьезно верите, что это он приедет арестовывать Зеленского? Они с ним вдвоем станцуют с ним. Зеленский тоже танцевал раньше. Может быть, процедура надевания наручников будет происходить в форме танца, я не исключаю. Еще раз хочу сказать, мы все удивляемся. Нет, этого не может быть никогда. За голову хватаемся, на стенку лезем. 10 лет назад немыслимо было бы. 10 лет назад вот взлом и танец на экране вызвал бы некую сенсацию обсуждения. Нет сейчас никакой сенсации во всем этом. Все возможно. Абсолютно все. Нет правил, нет норм, нет пределов. Этики вообще нет. Поэтому абсолютно возможный вариант, да хотя бы просто, ладно, не арестовывать даже, а просто предъявить уголовное обвинение. Предъявить официальное уголовное обвинение и сказать, что все, мы не рассматриваем больше Владимира, в скобках, Мидаса Зеленского как легитимного правителя. Мы хотите с нами дальше общаться, дайте нам другого лидера. Дайте нам другого какого-то представителя, с которым мы будем общаться, и наделите его полномочиями. Тогда дальше да. А так все, ничего больше не даем, ни разведданных, ни денег, ни оружия, пока у вас не будет нормального легитимного правителя, а не вместо того, кто украл десятки миллиардов у американских налогоплательщиков. Вот для такого поворота событий есть все законные и материальные основания. И нет только акта воли. А акт воли вполне возможен со стороны Дональда Трампа, мы же знаем с вами. Вот такие дела. Донбасс требуют отдать американцы от Зеленского или не требуют? Потому что тут путаница произошла. Ну, как путаница. Рубио говорит, это ложь. Зеленский лжет. Зачем он это делает? Правильно говорит Рубио. Зеленский опять выходит и повторяет это. И вообще там растекается какой-то такой сумасбродной мыслью о том, что это только часть, а если он всю подноготную этих переговоров вывалит, он фактически угрожает республиканцам, администрации Белого дома, формальным и неформальным переговорщикам со стороны Америки, обнародованием. Это же выглядит как компромат. Ничего себе. Они тут вроде такие нейтральные посредники хорошие, а на сторону России встали. Ну, вот смотрите, как это все на самом деле происходит. Во-первых,
дипломатия вообще, а конфликтная дипломатия, остроконфликтная дипломатия на 90% не публична. То есть, там есть официальный уровень, когда встречаются делегации. И в составе делегаций лица, находящиеся на государственной службе. И вот они действительно скованы определенными ограничениями, и они знают, что делаются так называемые рабочие записи. Рабочие записи тогда пишут переводчики, во-первых, а во-вторых, есть еще референты, которые ведут свою смысловую запись. Да? И вот эти рабочие записи, закончились переговоры, рабочие записи сдаются на хранение в Государственный архив. Все это все понимают. Поэтому, когда работают, все грамотные люди, Зеленского мы не считаем, значит, это все понимают. Поэтому, когда делегации общаются, конечно, Рубио не говорит: слушайте, отдайте территории. И никогда не скажет. Но кроме того, что вот чиновники в составе делегации встречаются и оставляют следы в рабочих записях, есть еще люди типа вот этого самого Виткофа Стива, да, и Джареда Кушнера, которые вообще никакой должности не имеют, которые не являются государственными служащими и которые для этого и существуют, чтобы подавать неформальные сигналы. Вот они подают неформальные сигналы. Чиновник никогда не признается, что такой сигнал ушел, и может даже о нем не знать. А вот эти люди подают сигналы. И, конечно, Зеленскому говорили на эту тему. Говорили то, что гарантии Соединенных Штатов заработают только если наступит мир. А мир наступит только тогда, когда ты с Россией договоришься, начиная с территорий. По ряду вопросов, начиная с территорий. Конечно, это все ему говорилось, но никогда официально от имени делегации, где присутствуют чиновники типа Рубио, уровня Рубио. Вот таким образом все. Поэтому, да, Зеленский, конечно, врет в том смысле, что Рубио ничего подобного не говорил, и никто из официалов ничего подобного не говорил. А вот его попытки вытащить на свет то, что вообще в принципе неприемлемо, вытащить на свет некие неформальные разговоры с неформальными представителями, ну, это вообще западло, простите за использование специфической дипломатической терминологии. Нельзя такого делать. Кто ж с тобой вообще будет общаться тогда за пределами официальных комнат? Кто вообще с тобой будет переходить на доверительное общение? Мы давно говорили о том, что он же периодически как-то созванивается с Трампом, там кто-то присутствует на линии. Ну, это зачем делается? Не потому, что подается, чтобы там быстро подключить кого-то, кто там владеет темой. Нет, чтобы свидетели были. Ну, чтобы как бы вот так. Во всех разговорах, я уж не знаю, как сейчас в Украине, во всех разговорах точно в Америке и точно в России ведется аудиопротокол. Вот, так что будет присутствовать, тот не будет присутствовать. Ведется аудиопротокол, на основе аудиопротокола потом делается смысловая стенограмма. Отдельный документ, о чем договорились, какие обязательства взяли. Так что в любом случае, когда идет официальная государственная политика, это одно, а когда идут неофициальные консультации через доверенных лиц, очень важная часть конфликтной дипломатии, это совсем другое. Тот факт, что Зеленского в каком-то там, я не знаю, не помню, как назывался институт в Кривом Роге, который он закончил, вроде бы экономический факультет, видимо, ему это там не объясняли. И позже кто-то не успел объяснить. Но он рушит все мыслимые какие-то правила, по которым его можно воспринимать как серьезного партнера. Сергей Борисович, а что это так взялись за Беларусь американцы? Складывается вообще странное впечатление. Вот сегодня Трамп выходит и пишет: Лукашенко, такой мощный мужик, красавчик, отпускает там политзаключенных или просто заключенных. Коул съездил, вообще отлично. Короче, приезжай, Александр Григорьевич, на Совет мира. От Совета мира последние недели сторонится Кремль. А Лукашенко что, поедет после Ким Чен Ына-то? Заманивают. Нужно открыть второй белорусский фронт. Вот первый украинский фронт как бы уже на финише. И нужно открыть второй белорусский фронт, поэтому пытаются заманить в какие-то сети, в какие-то отношения втянуть.
Причем расчет, понятно, что батька многоопытный и гораздо более проницательный и хитрый, чем любой политик нынешний в Соединенных Штатах Америки. Конечно, он все это распознает и сам никуда не влипнет. А расчет делается на то, что мы отношения это заведем сейчас, а рано или поздно транзит власти начнется, и сделаем все, чтобы попытаться перехватить ее попозже, когда будет транзит в той или иной форме. Ну, это такая заготовка. Я думаю, что нечто подобное департамент планирования политики в Госдепе написал для Трампа, и он потихонечку реализует. Не думаю, что здесь какой-то успех ожидает наших американских бывших партнеров, а нынче геополитических соперников. Ну, смотрите, соперники не соперники, но танкер на Кубу-то пропустили. Mm-hmm. Хоть и Трамп из раза в раз говорит о том, что Куба следующая, и там вообще все плохие. Ну, танкер пропустили на несколько недель, вроде как хватит там той нефти, которая там есть на этом российском танкере. Как вы видите вот это взаимодействие России и США? Депутаты даже поехали. С Анной Паулиной Луной ходили там по Конгрессу, фотографировались, кока-колу пили из кармана и носочки примеряли с шевелюрой Трампа. Угу. Ну, сначала по поводу Кубы. Почему пропустили танкер? Потому что не хочется подставляться под обвинение в провоцировании голода и гуманитарной катастрофы. А действительно, гуманитарная катастрофа, собственно, уже началась, к сожалению, на Кубе. И ответственность повесят неизбежно на Дональда Трампа. И к выборам притащат там множество историй, как поумирали женщины, дети в больницах из-за того, что не было света, ну и так далее. То есть там будет сотни, а может быть и тысячи трагических историй, которые наверняка сейчас документируются политическими противниками Трампа, и потом все это на него вывалят. И он тогда точно не отмоется. Да? Поэтому решил уйти от обвинений в провоцировании гуманитарной катастрофы. Причем на ровном месте ведь. Никаких требований он не сформулировал. Ладно бы он сказал, вот мои политические требования и так далее. Заикнулся о политических заключенных и взяли тут же выпустили. Угу. Ты ничего не требуя, просто тупо взял людей за горло и душишь, дорогой мой. Вот, поэтому тот факт, что пропустили. Ну, сам поставить, конечно, нефтепродукт он не решился, но это значит играть назад, а вот разрешил России завести. Дескать, попробуем. Что касается... Еще что вы спрашивали? Нет, ну, смотрите, тут же очень важно... Вот про визит российской делегации, извините. То есть, это уже оттепель или еще нет? Ну, или как это трактовать? Это взлом льда. Это такое ледокольное мероприятие. Почему оно важно? Потому что мир побеждает тогда, и вообще движение к миру происходит тогда, когда двигаются множество людей и множество организаций с разных направлений к одной точке. Вот парламентская дипломатия, депутатская дипломатия – это важный момент. Ну, он в большей степени важен, конечно, для Соединенных Штатов, потому что там парламент гораздо более, скажем так, результативен и самостоятелен в своих действиях. Но, тем не менее, что здесь в этом визите важно? Не то, что депутаты о чем-то там договорились невероятном, о чем дипломаты не могли договориться, МИД и Госдепартамент. Нет. Вот сам факт встречи, попадание в Конгресс, завязывание прямых каких-то контактов, объяснение глаза в глаза каких-то аргументов – это уже важно. Но, кроме того, важно еще следующее. Смотрите, под этот визит отменили санкции против тех, кто туда полетел, дали им визы и пропустили правительственный самолет прилететь
там переместиться из Нью-Йорка в Вашингтон и так далее, и вернуться назад. То есть, вот 3 запрета целых сняли. И теперь в Европе, например, вменяемые государства могут сказать: слушайте, а это американский прецедент, это же для нас тоже пример. А давайте-ка мы тоже пригласим каких-то парламентариев из России, пообщаться с парламентариями там, вот, условно говоря, во Франции, а через год это точно станет возможно, в Германии, в Италии, в Испании. Почему нет? Да? И тем самым лед сломан, и парламентская дипломатия может способствовать чему? Нормализации. То есть, вот сейчас сплошная чрезвычайщина, везде ничего нельзя, везде засады, спереди засада, сзади западня. А вот это некий небольшой, но важный шаг к нормализации. А за парламентской дипломатией, возможно, и экспертная, и общественная дипломатия. А вдруг кто-то скажет: а давайте мы экспертов соберем из Украины, Франции, Италии, Венгрии и России. И пусть они впятером, так сказать, вот 5 там, или 6 каких-то групп экспертов вместе поговорят о возможном мирном будущем для Европы. То есть, расширяется, да, вот это самое окно Авертона, расширяется поле допустимого, возможного. Так что хорошо, что съездили, молодцы. Ой, ну, смотрите, тут как бы многие скептически относятся к этому визиту и, в принципе, его последствиям. Многого не надо ожидать, но прецедент важен. Меня очень интересует перспектива развития дальнейшей войны. Сегодня активно показывают, ну, вообще эта тема активно продвигается, ее как вот, знаете, как вроде бы специально именно в этот период запустили в Украине, ну, женская мобилизация. Билборды развешивают, потом показывают, как харьковчанка, девушка, едет в полицию, в ТЦК, ее задержали. Ну, не так бусифицировали, как мужчин, да, там попроще все. Она говорит, полицейский говорит: я вообще не знаю, что, может, сбой какой-то. Ну, то есть, что-то начало сбоить очень часто. Мы вот, простите, 4 года войны прошло, как-то мы об этих сбоях не слышали. Нет, мы слышали о том, что если там медицинское образование, если работа какая-то там, то есть... Ну, есть специальности, которые как бы подлежат военному учету. Это такая старая история. Военная медсестра и так далее. Понимаете? Ну, и там разные другие побочные, вроде как такие специальности. Ну, в общем, есть определенный перечень специальностей. И те люди, которые работают по этим специальностям, об этом знают, ходят в ТЦК, отмечаются, все нормально. А тут прям столько ошибок развелось на фоне этих билбордов. Гребут жутко в Украине. Бьют, издеваются, засовывают в бусы, везут. И уже как бы все, в общем-то, и привыкли к этому. Ну, каждый раз там новая смерть, новый какой-то... Кто-то отстреливается, новый какой-то прецедент. Но ведь это же не просто так происходит сейчас. Это мы берем к этому периоду сегодняшнему обострившейся мобилизации, прибавляем 1,5 примерно месяца, и мы что видим? И мы видим какое-то контрнаступление или наступление, или какие-то бурные события на фронте. А это как-то не укладывается. Мы же сами сегодня вспоминали 80 лет Трампу, 250 Америке. Исходя из реалий на земле, реалий жесткой бусификации и вот этих вот прибираний к рукам женщин уже, да? Еще будет в августе 35 лет независимости. Или нет, не в августе, в декабре. В августе, так сказать, провозглашение, а в декабре референдум. Что думаете по поводу вот этой... И просто понимаете, в чем дело? Все говорят, вот война заканчивается. Ну, представим, закончилась. А мобилизация закончится, а границы откроют. И все как-то так смотрят, говорят, ну, даже если все условно там на перемирии каком-то сойдется пасхальном, а там это даст отправную точку каким-то будущим договоренностям, то эти же вещи останутся. Что касается мобилизации как таковой, она приобрела уродливые античеловеческие формы для Украины. И действительно, корпорация войны Зеленского просто людоедством сейчас занимается. Как-то уже говорил я об этом образе. Я считаю, что они берут, хватают людей на улице, превращают их в такие живые из плоти и крови снаряды, забивают в пушку и один раз выстреливают, а потом ловят следующих. И, конечно, это еще какое-то время может продолжаться, потому что нет достойного сопротивления.
Вот какие-то локальные акты сопротивления, кто-то там начинает отстреливаться, кто-то там ножом отмахивается, но это единичные акты. А вот какого-то там организованного сопротивления, такого партизанского, так и не возникло. То есть люди не стали бороться целенаправленно вот с этими бандами людоловов. Не исключаю, что все-таки нечто подобное возникнет рано или поздно, но пока нет. И если бы вот не это людоловство, то, конечно, давно бы уже иссяк приток новых потенциальных жертв на войну. Но еще одно обстоятельство тормозит ситуацию, тормозит вот это истощение человеческое, людское, точнее, истощение войны со стороны Украины. Есть еще одно обстоятельство. Замещаются еще все больше люди дронами, и война все больше становится войной дронов, а на линии боевого соприкосновения одиночки действуют. Или по 2, по 3 сверхмалой группы, по 2, по 3 человека там куда-то перемещаются, а в основном воюют между собой дроны. И вот это обстоятельство, такое тотальная роль дронов, оно как бы сдерживает и камуфлирует уже очевидное истощение людское этой самой войны и позволяет продлять эти самые боевые действия дольше. Что касается того, как от этого избавиться и продолжится ли мобилизация после, это зависит от следующего. На чем прокололись Соединенные Штаты с войной Трампа-Нетаньяху против Ирана? Они хотели не просто смены режима, то есть одни лица на другие, они хотели смены природы режима. То есть они хотели другого государства, не Исламской республики, а некой светской республики, возглавляемой группой, которая будет от них зависима, и перевести Иран, внимание, в режим зависимого развития. Вот режим зависимого развития – это один способ господства. Что касается России, Россия применительно к Украине таких планов не испытывает, не готовит заранее. Да? Россия хочет другой способ присутствия, другой способ влияния, который называется набор системных ограничений. То есть, вот или ты ставишь страну в режим зависимого развития, ну, скажем, чтобы это не повисло в воздухе, ну, скажем, для Советского Союза в режиме зависимого развития Восточная Европа находилась, да, весь социалистический лагерь. Да. Для Соединенных Штатов Западная Европа после Второй мировой войны находилась в режиме зависимого развития. Сейчас, кстати, Штаты сами хотят от этого избавиться. Турция, например, до 2016 года была в режиме зависимого развития от Соединенных Штатов. Это очень обременительная и обязывающая такая форма контроля над страной, жесткого довольно контроля. А вот вторая форма, гораздо менее жесткая и гораздо более такая либеральная и позволяющая спокойно развиваться, это набор системных ограничений. Вот Россия хочет перевести Украину вот в это состояние. Да, это сфера влияния с набором системных ограничений. Мы об этом уже говорили, какие там ограничения на ВПК, на армию, на то, что это внеблоковый и эффективно нейтральный режим, на то, что там никакой дискриминации для языка, культуры и канонической церкви и так далее. Это набор системных ограничений нормальный, вполне посильный, и он должен быть встроен в государственный проект. Вот если будет какая-то достаточно серьезная, элитная, разумная группа в Украине, которая готова это обсудить, то, в принципе, да, можно уже начинать обсуждать. Хотя бы вот на экспертных каких-то дебатах за пределами Украины. Найти место и время и поговорить на эту тему. Если есть радикальный отказ от всего этого, причем отказ какой? Не в пользу суверенитета. Нет.
Вот мы хотим сохранить украинский суверенитет. Нет. Или ты имеешь набор системных ограничений от России, или ты имеешь как раз режим зависимого развития от НАТО без членства в НАТО. И от Евросоюза без членства в Евросоюза дальше. Да, то есть предельно зависимое развитие. И выбор вот такой, а вовсе не в пользу какого-то суверенитета, который вообще в современных условиях вряд ли возможен. И вот нужно, чтобы нашлись собеседники на эту тему внутри Украины, а их пока нет. Сергей Станкевич был моим собеседником сегодня. Он есть. Поэтому подпишитесь на его телеграм, поставьте лайк этому видео, не забудьте, и напишите, Мира и благополучия. Жду у себя в телеграм-канале. что думаете в комментариях, напишите. Всем желаем добра и света. До скорого.